Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 51-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске барахольщику сдал квест с тряпками, текстиль, часть 2. На улицах Таркова в магазине Спаржа обнаружил камеру по квесту механика Стрим, часть 2. Завершил техосмотр, забрав флешку в офисе Лексуса для миротворца. Лыжнику закрыл квест «Должник» в отеле Пайнвуд в 206 номере. Механику выполнил квест «Слежка» там же в Пайнвуд, но в 215 номере. И для егеря закрыл квест «Стрим», часть 3 в одном из зданий улиц Таркова. Выпуск поддержали финансово Боник Forever, Стефан и Илья Лето. Спасибо большое, пацаны, за поддержку. Очень приятно. Будьте здоровы. Вайп, скорее всего, в июле, но точно никто не скажет, кроме разработчика. Учитывая, что в субботу был доступ за бартер на локации, скорее всего, это начало предвайповых ивентов. Тото Печорский шлет привет Вики Голуби. Кто знает, тот знает. Всем приятного просмотра. Так, господа и дамы, сегодня, в общем, я, знаешь, что придумал? Смотри, у меня какой бардак тут. Тут часть, предметов, с которыми я ходил на улице Таркова, вернулись. Но сегодня я на улице Таркова не пойду. Я сегодня запланировал кое-какое хитрое мероприятие. В общем, там еще и ивент подвезли в игре. Выход на локацию за какие-то предметы, в общем. Свободный доступ сейчас на локацию лес, и следующая за локацией лес будет завод. То есть на завод сейчас потенциально меньше должно идти игроков. Плюс ко всему я пойду еще и ночью на завод в первую очередь. Все потому, что я хочу сегодня попробовать закрыть квест «Путь охотника. Начальник завода». Мне нужно найти и убить Тагилу. Кепку босс я уже сдал давным-давно, а вот самого Тагилу я даже не встречал, по-моему, ни разу. Если все пройдет гладко, мы найдем Тагилу, убьем Тагилу, и у него окажется еще и шприц с L1 препаратом, то мы закроем квест образцы для миротворца. Также у нас есть тихий калибр квест, поэтому квесту мне нужно 12-го калибра дробовики, глушители брать и 10 ЧВК на любой локации убивать. Поэтому сегодня я иду с Сайгой, собрал вот такую вот штуку, огромную, мощную. Эргономики немного, но это за счет большого магазина на 20 патронов. Попробую сначала на магнум патронах пойти. В общем, я ходил, экспериментировал на ПВЕ, собирал и АП патроны, и флешеты, и десятки магазины, и двадцатки пробовал, и маленькие. Пришел к тому, что нужен очень сильный по мясу патрон. На завод сейчас доступ за счет газировки Радкола. Капец, тут цена, конечно, на нее бешеная, но я, наверное, куплю по-любому штуки 3. Короче говоря, хочу пойти на завод ночной, чтобы было как можно меньше ЧВК, хотя вряд ли это будет, да? Наверное, все сейчас так же думают, как я. Но посмотрим. Я постараюсь найти киллу, ходил на ПВЕ несколько раз, посмотрел, послушал, как он себя ведет, как с ним бороться и так далее и тому подобное. Чуть-чуть, есть понимание, как работать с ним. Но ПВЕ это не то, потому что на ПВЕ нет случайного фактора и мешающих, вечно бегающих где-то ЧВК, которые тебя убивают, и Тагилу убивают, и вообще суету наводят на карте. Ну, хотя бы надо понимать, как ведет себя Тагила. В общем, я вычислил для себя несколько точек ситки, наверное, да, правильно сказать, где Тагила трется вокруг да около. И обнаружил такой момент, что его, оказывается, слышно, как он пыхтит в своей маске. Поэтому, внимательно слушая, аккуратно отыгрывая, постараюсь найти и убить Тагилу, забрать L1 и выскочить с локации. А потом уже можно по дню с дробовиком за ЧВК ходить туда. Очень быстро мне нашло завод. Так. Тагила у нас спавнится сразу же. И у меня даже ожидания игроков не было. Скорее всего, я буду один на карте, на локации. Так что надо воспользоваться этим моментом. Вот здесь в углу может за контейнером сидеть. Это что за хрень? Ну что ты встал там? Прямо вверх! Так. У Тагилы, судя по всему, здесь нет. Блин, еще, видишь, прикол в том, что его может и не быть вообще на локации. Такой еще есть вариант.
А еще я заметил такую тему, что если ты близко к Тагиле подходишь, дикие суетиться начинают. Бегать, прыгать, пушить, рашить тебя. Вроде никого. Вот и я никого не слышу. Ладно, тут нет, получается, да? Питонец сидит. Вот он! Дикий. Тагилу пока не слышу. Тишина. О. Пропитал, кончился. Надо было таблетки взять. Так, тут в коридоре в конце может быть. Нету. Но не исключено, что его и не будет на локации, блин. ПВЕ хорошо. Включил босса и знаешь 100%, что он есть. Ладно, ищем дальше. Ё-моё. Можно, конечно, ходить по заводу и флешками шлепать, дым там кидать, что-нибудь такое, но я не хотел бы его спугнуть с сетки. Когда он не заагренный, можно врасплох его хотя бы заснять, да? Попытаться. Опа. Ну, это дикий обычный. Слева чапает. Тут еще у него есть.
По металлу не он был? Ой, ё-моё. Походу нет его на локации. Была уже неплохо. Что, челоботы уже подъехали? Что ли? Ладно, похоже, нет его на локации. Пойдем тогда на выход. Ну, радует хотя бы то, что... Слышал? Интересно, а диким я могу запуститься на завод? Скорее всего, можно. Круг почета сделал, а толку никакого. Да, теперь еще и за вход на локацию плати, елки-палки. Придумали тоже. Ага. То же самое место. Ну давай еще раз. Десяти минут. В принципе, за глаза хватает. Тишина, да? Вот тут за этим, за синим он сидит. Бывает такое. Ну Да. и чё тут за хуйня? Это не ко мне. Вот тут за углом. Тоже тишина. А если бы он рядом был, они бы уже пришли ко мне. Дикие. И тут тишина. Я! А вот это наверху может быть он. Нет, не пыхтит, не он. Да они вообще все молодцы, пидоры. Не слышу. Но шкура цела уже неплохо. Не он.
А вон. А, нет, дикий. Сука! Ёбали нашего! Обычный дикий. Может, он наверху на медблоке? Не слышу. Прикинь. Кто-то тут ходит, я слышал. Наших бьют! Так. Я притормозил. Опа. Ну, это могут и дикие открыть эти двери, я думаю. Спокойно. Тут на карах я его, честно говоря, вообще ни разу не встречал. Никого. Так. Пошли в офис. Это обычные дикие. О, чего боты подъехали? Восемнадцатая минута. Куда так рано? На заводе вообще минут 10 должен наварить. А ну-ка. Да, ну нафиг нету его, прикинь. Опять без тагилы. Хотя у него шанс спавна 30%. Ну, судя по всяким сайтам, подсказкам. А вот это челобот 100%. А ёбли, граната! Ладно, пусть выходит.
Все. Вышел. Блин, капец, меньше 10 минут дается времени на то, чтобы завод почистить. Я даже, блин, не успеваю по всей карте вокруг пройтись, чтобы понять, есть ли Тагила вообще на локации или нет. Блин, ну нету ЧВК, убивай Тагилу не хочу, да? Чё такое, где ты, брат? Ага. Это, короче, первый спаун. И последний, да? В этом вайпе. На заводе. Башка болит. Бухать меньше надо. Нет, тут его опять. Тишина. Тишина. И тут тишина. Давай через низ я лучше туда пройду. Режь давай, пошел! Вон он, сука! Дикие обычные. Пиздец вам раки ебаные! Вау! Пацан готов! Тишина вокруг. Чистый кайф без ЧВК, конечно. Охотиться на Тагилу, но проблема в том, что он не спавнится, зараза. Хотя шанс 30%. Давай, по статистике третий рейд. Должен в третьем рейде быть. Пока на заводе затишье перед бурей, блин. В самый раз было бы сейчас. Дикий обычный, по-моему, прошел, да, в тоннеле? Блин, печально. Это не прикольно.
тишина. Стоп. Не, послышалось. Ой, елки зеленые. Это что, Тагилыч? Отказывается сотрудничать. Есть кто нет? Делай боссов без меня, говорит. Челоботы подъехали. Но это все не то. Это забавно, конечно, по диким пострелять. Но это совсем не то, что мне надо. Наверное, еще административку еще посмотрю. Да и все, домой пойду. Нет, нифига, прикинь. Вроде никого. Чики-прики. Нету, короче, Тагилы. Челоботы уже суетятся. Кололся чем-то, что ли? Звездочку принял. Блин, досадно. Конечно. Еще учитывая, что деньги тратим на этот завод, на вход. Вообще не аля. Ну ладно, давай еще раз, что? 4-й 100% должен запуститься, да? О, что-то новое. Я, походу, не один на карте. Да, слева чувака. По-моему. Да. Есть двоечка. Все, вроде тихо. Ну, будем надеяться, теперь в моем распоряжении локация.
И Тагила должен быть здесь 100%. Сейчас барабашку закидаем. Магнум по ногам просто разрывает плоть. Хуярь медведя! Тихо, ты чё? Я не по твою душу пришел вообще-то. Успокойся. Ладно, надо пришиться. Сука! Ёбнули нашего! Пацаны, мне вылечиться надо. Ногу пришить. Была бы рука еще, ладно. Ну, нога он у меня будет. В квест, кстати, двое пошли с дробовика с глушителем. Не зря. Я еще думал, может быть, пламегаз поставить. И не зря не поставил. Что, наверное, на обратном пути будем Вот петух! лутаться. Я так думаю. Блин, Тагила, братан, ты где? Без фонарика вообще выколи глаз. Да ну, так нечестно. Где Тагила? Ё-моё, 4-й рейд подряд нет босса с шансом спауна 30%, который... Ну так не пойдет, Тарков. Как квесты-то делать такие? Тут попробуй выживи, блин, сначала, прежде чем до Тагилы добраться. Так он еще и на смену не вышел опять. Нет его на локации, прикинь. Может, в офисе? Да. Интересно, а где-нибудь есть инфа насчет того, где он спавнится? Где он обитает? Или он абсолютно по всему заводу может шататься? Не думаю, что так. У всех боссов есть места ситки где-то. Сидят они.
А он этого походу увидел. ЧВК тело. Нету, прикинь. Еще лоботы подбежали. А это не он, слушай? Очень похоже на него. Нет, это не он. Повело, вот повело! Конец тебе! Валя, хуесосами! Как? Нифига ты пришел. Он наших бьет! О! Пацан готов! Вот как только заикнулся про лутание, сходу какой-то кипиш начался. Один патрон остался. Неэкономное это дело. Тагилу искать. Ну ладно, чё. Пошли на выход. Граждан этих разберем. Ну, ё-моё, они вообще ходили квестик делать, походу. Ну, ладно. У меня тоже квестик. Пошли на выход тогда. Ничего, тут ловить мне больше. Значит, этот спаун первый, если ты на заводе спаун... А, ну, по факту. Я же тоже заспаунился там. Ладно. На карах. Появился. Ну, значит, с этой стороны будем. Заход делать. Блин, вот чем дальше в лес. Уже какой 4-й или 5-й рейд. А тагилы все нет. И это еще больше давит на мораль. Потому что ты понимаешь, если ты его встретишь, то ты вообще никак не должен слиться. Ты просто обязан его убить.
Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Гнида! Не слышу все равно. Нет его здесь. Тишина. Ой. А бейсбол кончился. Да, Тарков. Ой, блин, я забыл там выложить же. Дневник с прошлого рейда. Да не, это жесть. Опять нет никого. Лоботы уже подъехали. Да, Тарков. Ладно, что тут? Пошли на выход. Нечего тут делать. Опять порожняком вышел. Капец, 5 рейдов и ни одного тагила. 5, ну не 30% тут стопудово. Или мне так везет. Опять кары. Прям вот тут внизу он мне один раз встретился.
Короче, господа, я... Как только встречу Тагилу, настолько переволнуюсь, что не смогу застрелить его. Не было, вжух появился. Сдохну. Ты не успокоишься, да? Я и так тяжелый. Что пропан целый таскать? Вон, сука! Тихо. Пиздец вам, раки ебаные! Пиздец! Это что было? ЧВК возьму. Опять нет Тагила, елки-палки. Бро, ты не можешь так поступить со мной. Жуткое дело. Полдела добраться до босса. Большое дело еще и убить его. О, хоть что-то интересное нашлось. Ключ от завода нашел. Походу дикие обычные ходят. Потихонечку чапают. Не спеша.
Да, опять порожняк. Ходи, делай, не хочу, да, квесты на заводе? И диких, и закладывания всяких порохов, папок. Полная тишина на локации. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! Сдох! О! Нет. Ну, в общем и целом, можно сказать, тишина. Дикие только попадаются, и все. ЧВК попались двое. Тагила не хочет выходить на связь. Гаденыш. Ладно, тогда пойдем домой. Как-то так. Пистолетчики. А это, скорее всего, тоже квесты делать идут ребята. ЧВК. Слева. Хе-хе. Мочи их, пацаны. Че это они тут лазят? Без лицензии. Тишина. Тоже с дробашак тут. Вот хуй! Блин, да ну нафиг нету опять Тагилы, прикинь.
Нет, это дикие обычные. Раз он отсюда пришел, то и тагилы тут нет. Да вот, вот! Чё, забыл, кто тебе Да, того ёбнул! Пацаны, я на нуле, пиздец! Застрелил ЧВК. Красавчик. Да, пудняк он ходил закладывать. Вали хуесоса! Порох какой-нибудь. А может, что-то другое делал. Нет, ничего не закладывал. Странно. Ну опять порожниковый. 7-й рейд. Порожняк нет опять. Босса. Тут лутались, короче. Тут он пошуршал. Это полутал. Вышел. И помер где-то. Подо мной что ли? ЧВК, прикинь. Это сюрприз. Кого от тебя я здесь не ожидал увидеть. Давай докинем патроны. Ну, хоть совсем не холостой выход, да? Хотя бы ЧВК одного подстрелил. С глушака, с дробовика. Тоже в квест ход идет. 3 из 7 уже. Ой, из 10 настреляли. Чё ты спускайся? Вон он, О, магнум россыпь, то, что надо. Ладно, пошли домой.
Не получилось опять ничего с Тагилой, к сожалению. Не слышу. У него еще есть спаун, короче, в кондейке, где спящий сидит по почтальону печки. Ну, туда обычно ходили, письмо забирали. Это, наверное, самый немногословный, кстати, выпуск будет. Но я стараюсь просто слушать внимательно это все дело. И пока это дает свои результаты, плоды, так сказать. Как его знает, 7-й рейд, никого нет. Короче, стоимость этого Радколлы для доступа на завод уже зашкаливает за 100 000. За 120 000 купил. И я там всего не пару-тройку десятков осталось. Тишина. Это ЧВК. Хотя надо было послушать, может, и не ЧВК. Ладно. Нет, его здесь нет. Это дикий. Тишина. Кто-то чапает. Не то. И тут нет. Ну, это я отпор тоже. Вроде никого. Третий класс брони. Пробить проблема. А чё это он стартанул? Но он не на меня стартанул. Капец. Ну ладно, пойдем тогда попробуем хотя бы ЧВК, что ли, застрелить, который в офисах там трется. Может, там повезет. Ну нет его. Хоть убей, нет. Вон он, блядь, ебашь его! Вот! Вали хуесоса! О! Блядь, берца щеми!
Вроде на меня агрессия. Нифига. Челоботы подъехали, по-моему, фрезануло. Кепка! Подожди. Гнида! Эс! Порожняк, пацаны. Резче давай, пошел! Давай, давай, давай! Иди, говорит, на завод. Убей босса. У него и L1 найдешь. Ты куда пошел? Не, блядь, жрись, сука! И все на свете найдешь. Да ерунда это все. Нету его на локации. Так. Сайга-то хороша на заводе, скажу я вам. Блин, я вот все хочу подловить момент, чтобы был Тагила, и я его услышал. Ну, я типа показал, что вот, пацаны, он пыхтит. Ну, якобы можно его так искать.
Честно говоря, если бы я знал, что настолько плохо все со спавном Тагилы, я бы лучше стрим запустил, и на стриме, блин, часа за 3 бы я точно его нашел 4. Ночной завод довольно тихий, вообще такой кайф. Не знаю, может быть инфа уже не актуальная насчет 30% спавна, но по ощущениям гораздо меньше. Так, кто-то слоном бежит в эту сторону, по-моему. А может, дикие бегают. Кепка! Хорошо. Хорошо, зарядил. Вот у него 100% магнум вот эти патроны. Блин, зараза, руку оторвал. Хоть что-то, чтоб видно было. Это черный экран. Без фонарика. Да, ночной завод такой. Вообще ничего не видать. Опа. Блин, сейчас в упор опять подойдет. Ты куда пошел? Ага. Где-то слева был еще. Наши хвалят. Нет его здесь. Опять снова. Как хочешь, так и понимай это. Что-то лутают, бомжуют, что ли, там? Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Ага. На, блядь, да не, сука!
зашибись! Наконец-то я тебя нашел! Наконец-то! Наконец-то! Упырь. Ё-моё, с РПК, зажал бы я... От стенки бы меня очковыривали, не можете забрать, говорят. Теперь скажи, что у тебя L1 есть. Блин, порожняк, прикинь. Так, ладно, мне надо уходить отсюда, а то он мне броню выбил. Вот, чёрт! Ай, да ну нафиг! Кройся! Ладно, мы и так видим, что там есть патроны, да? Справа кого-то слышал. Фу, ну ладно, L1 это дело второстепенное. Что-то лутается, что ли, там кто-то дикий подошел, походу. Пойдем, а то у меня брони нет. 14 всего осталось. Переодеваться не вариант у него. Разгрузка маленькие ячейки там. Единственное, с L1 мне не подвезло, да, но, блин, учитывая то, какой шанс спавна у этого тагила, ё-моё, я рад просто его застрелить. Уже хотя бы не просто так. Я думал, выпуск будет просто хождение по пустому заводу. Мелочь, а приятно. Выйти с локации завод, оказывается, 5 раз мне надо было, так что мы еще и делик закрываем. Немного совсем по опыту, конечно, но пойдет хоть что-то. Долго искал его, около 10 рейдов, но все-таки задачу на сегодня поставленную выполнил. Путь охотника, начальник завода, квест пройден. Кстати, первая сайга, с которой я ходил, она стерлась до 90, я ее ремонтировал, потом смотрю, оказывается, тут 90, и она уже шанс клина у нее был выше, чем обычно. Я поэтому все модули снял и на новую сайгу все перевесил. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.